В начале фильма мы видим трех женщин – Сару, Юнону и Бет, сплавляющихся по реке и кричащих в волнении. Сара идет к своей дочери Джессике и крепко ее обнимает. Ее муж Пол поспешно уходит к машине. Он уходит с Сарой и Джесс, и мы видим и грустный взгляд Юноны. Семья возвращается в отель, и Пол смотрит на дорогу, пока Сара говорит о подготовке к дню рождения Джесс. Затем она поворачивается к мужу и спрашивает, почему он кажется отстраненным. По-видимому, отвлекшись, Пол отводит взгляд от дороги. Следующее, что мы знаем, это то, что происходит ужасная авария. Затем Саре снится загадочный сон, когда Джессика протягивает ей праздничный торт, а затем пытается задуть свечи из торта. Мы видим, как Сара внезапно просыпается после сна, полная травм в результате аварии. Она паникует и выбегает, продолжая искать в больнице свою дочь. Пока она ищет свет в коридоре, вокруг нее гаснет, заставляя ее бежать и бежать. В конце концов, Сару ловит Бет, которая крепко обнимает ее и с грустью говорит ей, что Джессика и Пол мертвы. Вокруг них небрежно ходят люди, а Юнона тоже плачет позади Сары и Бет. Спустя год после ужасной аварии Сара и Бет вместе едут по горной дороге в национальный парк Чаттуга. Юнона ждет снаружи, когда Бет и Сарж приходят в бревенчатую хижину. Сара заходит внутрь, и ее приветствуют еще две подруги, Ребекка и Сэм, и они сестры. Мы слышим, что Сэм через год станет врачом, когда раздаются радостные поздравления. Вскоре после завершения разговора Холли входит из другой комнаты и представляет себя Сарой и Бет. Также выяснилось, что Бет, Юнона и Сэм участвовали в аналогичных экспедициях по пещерам в прошлом. Джуна вытаскивает старую фотографию с цитатой «Люби каждый день» на обороте. Они продолжают разговаривать и пить кофеина Фера. Жаль, Тохи рядом нету. Тоха ебашит уже дрова. И в целом хорошо проводить время, несмотря на разговоры о детях, которые немного расстраивают Сару. На следующий день мы видим, как Джуна возвращается с пробежки по лесу и будет всех, чтобы подготовиться, и перед уходом они делают групповое фото. На двух машинах все подъезжают к пещерам Борхэм, немного развлекаясь за рулем. Бет спрашивает, правильно ли они идут, но Джуна утверждает, что она никогда не терялась в ее жизни, звучит надежно. Сэм спрашивает Ребекку, бывала ли она раньше в этих пещерах, на что Сара отвечает нет, но уверяет, что пещера безопасна. Поверил, ну и бредятина. Холли шутит, что единственная опасность – это заснуть во время исследования. Они останавливаются, выходят из машин, и пока все собирают свое снаряжение, Джуна убирает в бардачок некую книгу «Путеводитель спелеологов по пещерам Борхэм» подальше от внимания остальных. Затем они уходят, поднимаясь по тропе, ведущей в горы, где находится вход в Борхэм-пещеру. По пути встречается мертвое животное, что заставляет группу задаться вопросом, что могло стать причиной смерти. Они спускаются дальше по небольшому туннелю и продолжают путь, пока не выходят на открытое пространство в пещере и зажигают факела. Они еще немного осматриваются, и Сара что-то слышит. Она уходит, чтобы попытаться найти звук, но сдается и испугана, но затем Джуна говорит ей поесть. Хороший борщ. Джуна пытается извиниться за то, что не осталась после автомобильной аварии, но Сара внезапно уходит, утверждая, что хочет еще раз осмотреться. Вскоре после этого Сара уходит сама. Она предупреждает всех, что нашла следующий проход. Ребекка скептически относится к этому, но Джуна утверждает, что все в порядке и им следует продолжать. Холли входит первой, чтобы найти путь через проход, пока не найдет точку выхода, и все следуют за ней. Когда Сара входит, она снова слышит что-то вдалеке, но игнорирует это. Сара застревает на полпути через новый проход и паникует. Бет возвращается за ней и пытается ее успокоить. В конце концов, ей это удается, но не раньше, чем проваливается проход, и они едва убегают, теряя сумку с веревкой, и Сара теряет сознание. Ей снова снится праздничный торт и Джессика. Затем она просыпается, и ее окружают друзья. Они видят, что один выход заблокирован. Ребекка призывает Джуну найти новый путь. Джуна неохотно признается, что специально отвела их в другую пещеру. Она пытается оправдаться, говоря, что у пещеры нет названия, и она хотела, чтобы они ее открыли. Вместе группа злится на нее за то, что она солгала о том, где они были. Пока все спорят, Сара еще раз оглядывается вокруг и снова слышит что-то. Джуна и Бет продолжают спорить о том, как Джуна так быстро ушла после несчастного случая с Сарой, но Джуна защищает себя, заявляя, что она тоже что-то потеряла в результате аварии. Они продолжают продвигаться вперед и достигают глубокой дыры в пещере.
Ребекка добровольно берется за опасную работу по прокладке веревочной линии. Они все уходят, оставив Сару и Джуну последними. Сара идет, а затем Джуна через чуть больше половины пути падает, но ее ловят. Она видит крючок, который Ребекка заметила, но ничего о нем не сказала. Он ломается, и она падает дальше в пропасть, но с ней все в порядке и ее вытаскивают. Группа приходит к пониманию, что они здесь не первые. Холли находит на стенах пещеры несколько древних рисунков и зовет группу. Джуна хочет поторопиться и уйти, но Бет показывает всем, что на рисунке показан другой выход. У них заканчивается время, и они лихорадочно ищут туннели, ведущие к точке выхода. Холли проскальзывает в яму, а Джуна хватает ее и отчаянно пытается вытащить наверх. К сожалению, ее хватка выскальзывает, и Холли врезается в камни внизу. Холли жива, но у нее сломана нога. Они все спускаются, чтобы вытащить ее и попытаться оказать ей первую помощь. Сара что-то слышит и снова отделяется от группы. И снова что-то зловещее смотрит. На этот раз она слышит звук наблюдающего за ней существа и, наконец, видит существо, но оно убегает, как только замечает Сару. Она пытается рассказать Джуне, но она не верит ей. Она также пытается рассказать об этом группе, но Джуна продолжает это отрицать. Продвигаясь дальше с раненой Холли, они натыкаются на место с мертвым животным и костями. Не имея возможности определить направление, Джуна заявляет, что она действительно заблудилась, что приводит к панике. Внезапно Сара поворачивается и видит прямо позади себя одно из пещерных существ. Они бегут, устремляясь в другую сторону, но вместо этого сталкиваются с ним лицом к лицу. Женщины разбегаются, Холли остается одна, и существо быстро убивает ее. Ребекка и Сэм бегут в противоположном направлении, а Джуна отчаянно ползет к Холли, но ее сбивает с ног пещерное существо, которое пытается забрать тело Холли. Сара и Бет расходятся. Убегая, Бет падает, преследуя Сару, и Сара спотыкается впереди и ударилась головой, в результате чего у нее разбился фонарик. Джуна пытается предотвратить похищение Холли, но ее застает врасплох другое существо, и Холли утаскивают. В конце концов, убив существо небольшим топором, она слышит что-то позади себя и замахивается топором, чтобы защитить себя. Но только после того, как она замахнулась, она понимает, что это была Бет. Когда Бет падает на колени, она хватает ожерелье Джуны. Поскольку Джуна может только стоять в ужасе и смотреть, как ее подруга истекает кровью, она молча ускользает, чтобы оставить ее там. Ребекка и Сэм все еще живы и пытаются найти выход, но даже не осознают, что за ними следят. Сэм просыпается раненый, но живой. Она использует инфракрасную камеру, чтобы увидеть груды человеческих костей. Когда она уже собиралась уходить, тело Холли бросили прямо перед ней и съели. После этого Сэм и Ребекка ведут себя очень тихо, а прямо перед ними какое-то существо. Наконец оно исчезает, но, к сожалению, на часах Сэм звучит сигнал тревоги, и существо возвращается назад. Она успешно вовремя его выбрасывает, и их не видит. Джуна продолжает поиски оставшихся женщин, а Сара медленно покидает свое укрытие. Она видит еще одно старое оборудование и использует ткань из трупа Холли, чтобы сделать факел. Сестры продолжают попытки найти выход, но их встречают два существа. Ребекку чуть не убивают, но ее спасает Джуна. Ребекка с облегчением видит Джуну, которая сообщает им, что существа убили Холли. Дальнейшее расследование подтвердило, что существа слепы и используют звук, чтобы охотиться. Джуна утверждает, что они выходят на поверхность за едой, поэтому должен быть другой вход, утверждая она, что может вытащить их, но не уйдет без Сары. Сара все еще перебирает человеческие кости и встречает Бет, которая говорит, что Джуна убила ее, и предупреждает Сару не доверять ей. Сара не хочет верить Бет, но ей вручают ожерелье Джуны. Бет говорит, что это от пола, у которого был роман с Джуной. На оборотной стороне надпись «Люби каждый день». Бет просит Сару убить ее, чтобы она не была съеденной существами, и Сара неохотно соглашается это сделать. Сразу после этого существо нападает на нее сзади, но она безжалостно убивает его. Появляется существо, похожее на женщину, и нападает на Сару, которая пытается убежать, но спотыкается и падает в лужу крови. Затем в луже крови на нее нападает то же существо. Она отбивается от существа и в конце концов хватает большую кость и убивает это существо. Ребекка и Сэм не хотят ждать, пока Сара и Джуна вернутся в последнюю минуту, но они останавливаются большим количеством существ, направляющихся в ее сторону. Сэм бежит впереди Ребекки и Джуны, но натыкается на еще один большой провал в пещерах и пытается перейти его. Когда она висит прямо перед Сэм, появляется существо, но ей удается его убить перед смертью.
Другое существо хватает Ребекку за лодыжки, тянет ее вниз, пока Джуна с ужасом наблюдает. Джуна покидает Ребекку и прыгает в лужу с водой, внизу ей приходится сражаться с другим существом в воде. Она поднимается, и Сара помогает ей. Сара рассказывает Джуне о смерти Бет, но они идут дальше и достигают группы существ, и происходит огромная драка, в которой обе женщины убивают атакующих существ. Сразу после боя Сара показывает Джуне ожерелье, показывая, что она знает о промане. Когда они слышат больше существ, Сара бьет Джуну по колену, а затем оставляет ее. Сара, уходя с места происшествия, поскользнулась и упала, потеряв сознание. Затем она ползет и находит выход. Она мчится к одной из машин и уносится прочь, останавливаясь, чтобы заплакать. Затем она высовывается, и ее тошнит. Она представляет рядом с собой Джуну. Она просыпается от своего сна там, где она в последний раз упала в туннеле, все еще в пещере. Она продолжает галлюцинировать, видя праздничный торт Джессики, а Джессика ждет рядом. Оказывается, это всего лишь факел, и вокруг нее раздаются звуки существ.